Всем привет и добро пожаловать на кинорассказ. Сегодня у нас краткий пересказ фильма «Король говорит». Погнали! В задницу! Вот видите, Пошел без ты, запинки. нахрен! Писька, черт, дерьмо и сиська! Король-герцог V просит своего второго сына герцога Йоркского выступить с заключительной речью на имперской выставке на Уэмбли, Лондон. Принц, полное имя которого Альберт герцог Йоркский, в семье зовут его Берти, имеет недуг, сильное заикание. От его величества... А ему приходится часто выступать на публике. У жены накатываются слезы, ей горько видеть, как ее муж страдает. Она нанимает ему очередного логопеда. Берти просит покурить, чтобы расслабить гортань, и прочитать несколько предложений с кучей шаров во рту. Берти срывается. Я чуть не проглотил ваши чертовы штуковины! Жена после стольких попыток не сдается и идет посетить нового логопеда, Лайонела Лога, по рекомендации президентского общества логопедов, и договаривается с ним о встрече. Лайонел утверждает, что может вылечить Берти, Он не был у меня. но им придется приходить к нему и работать по его правилам. Таковы его условия. Жена соглашается и назначает встречу на ближайший вторник. За семейным ужином Лайонел говорит, что у него была занятная гостья, но умалчивает, что это жена Берти, и он будет его лечить. Берти со своей супругой посещают Лайонела. Лайонел не хочет использовать официальные имена и предлагает Альберту называть его Берти. Несмотря на то, что принцу это не нравится, он принимает условия Лайонела. Ведь это его дом, а значит и его правила. После расспроса Берти о его детстве, Лайонел спорит с ним на 1 шиллинг. А поспорим, вы можете читать без запинки прямо сейчас. Он уверен, что он прочтет без запинки. Берти не уверен. Лайонел надевает ему наушники с классической музыкой, включает звукозаписывающее устройство, и Берти читает. Безупречно. Себя он не слышит. Он снимает наушники и, немного вспылив, покидает комнату Лайонела, говоря, что ему это не подходит. Лайонел передает ему диск с записью. Берти встречается со своим отцом, королем Георгом V. Он недоволен, что его первый сын Дэвид пренебрегает своим долгом стать королем. Поэтому он просит Берти, превозмогая себя, прочитать текст. Но у него не выходит. Вечером Берти слушает диск с записью, которую ему сделал Лайонел. И в смертной схватке с целым морем бед покончить. И он слышит, как он превосходно читает. На следующее утро Берти снова у Лайонела, и он соглашается на лечение, попросив его присутствовать на всех выступлениях. Мышцы абсолютно свободны. Рады быть гостями на этом. И Джилл, Джек и Джилл. пошли на холм. В колодце. Очень хорошо. Кто ее кинул? Крошка Томми Тин. Хорошо. Тот, кто может тянуть. Да! Факел. Проходит несколько лет. 1936 год. Берти встречает своего брата Дэвида. Королю плохо, и все собираются, чтобы с ним проститься. Советники помогают королю подписать указ, чтобы они могли действовать без него. Король не понимает, что конкретно нужно подписать. Он запутался. И совет утверждает указ без его согласия, и они помогают королю подписать бумагу. Король умирает, и его заменяет Дэвид, первый сын. Лайонелу сообщили, что Берти не явится к нему. Но Берти все же к нему приходит и просит Лайонела дать ему крепкого напитка. Они говорят про своих отцов, и Берти много рассказывает о своем детстве. Дэвид дразнил вас? Ну, конечно, все дразнили. Берти. Он первый, с кем Берти так свободно разговаривал. Лайонел показывает ему новую технику, чтобы избавиться от заиканий. Когда хочешь что-то сказать, напевай это. Король Дэвид устраивает светскую встречу. Берти общается с братом и выясняет, что он хочет жениться на простолюдинке, и читает ему нотацию из Королевского кодекса. Дэвид думает, что Берти хочет забрать у него престол. На очередном приеме у Лайонела выясняется, что Берти очень хорошо ругается, не заикаясь, Нахрен! 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 и этому посвящается целый день. Лайонел прогуливается с Берти и пытается помочь ему как другу и дать совет касательно его брата. Вы
Вы можете его затмить. Что за вольности? Берти это не нравится. Он срывается и оскорбляет его. Лайонел останавливается и оставляет Берти. В резиденции премьер-министра Берти обсуждает предстоящий брак Дэвида. По закону Дэвид не может жениться на уже разведенной американке, так как если он и дальше будет с ней встречаться, ему придется покинуть трон короля. Лайонел решил, что перешел черту с Берти, и он отправляется попросить у него прощения. Но его не пускают, объясняя это тем, что у Берти нет времени. Дэвид принимает решение жениться, Я должен на ней жениться. и он покидает трон короля, оставляя его своему брату. Он приносит клятву брату и объявляет это своим подданным. Берти очень расстроен, так как он не может быть королем из-за своего недуга. Я не король. Ну-ну, успокойся. Жена его успокаивает и говорит, что она сама не хотела королевскую жизнь. Но он так чудесно. Запинается, подумала я, что нас оставят в покое. Берти приходит с извинениями к Лайонелу и просит у него поддержки. Лайонел знакомит Берти и его супругу со своей женой, и она приглашает их на обед. Архиепископ рассказывает Берти о предстоящей церемонии коронации. Берти знакомит его с Лайонелом и представляет его как логопеда. Архиепископ в замешательстве, так как он мог поговорить с советом и предоставить его величеству более квалифицированного специалиста. Берти узнает, что у Лайонела нет диплома логопеда. Ни подготовки, ни диплома. Лайонел рассказывает Берти, что никогда не был доктором или человеком, имеющим степени. Он самоучка. Он помогал военным после контузии восстановить речь. Все его умения – это результат большого опыта, а война его дает. Берти считает, что Лайонел его обманывал, а он за него поручился. У него даже нет диплома. Лайонел начинает раздражать Берти, сидя на королевском месте. Тем самым он показывает свой рабочий метод. Это не просто кресло, это коронационный стул Святого Эдуарда. Люди тут... Вы Тихо, верите в вы такой всё, вы вздор? Да абсолютно мне все чихать пошли. сколько. У меня есть на это право, у меня есть Какое? голос! Лайонел инструктирует Берти по коронации и готовит с ним то, что нужно говорить. Очи мои, это вас не обрадует, ибо петь будут очень долго. Великобритании, Ирландии, Канады. Торжественно клянусь исполнять это. Торжественно обещаю исполнять, и да поможет мне Бог. 1939 год. По радио объявляют, что британский посол в Берлине вручил германскому правителю ноту. Если до 11 часов не подтвердят вывести войска из Польши, державы окажутся в состоянии войны. Королю нужно обратиться к народу, и он вызывает Лайонела. Остается 30 минут до эфира. Он помогает Берти с подготовкой текста. Как можно избавиться от заиканий во время чтения, прибегнув к определенным хитростям? Королю дается чтение очень тяжело. В эту суровую годину, черт. Время пришло. Берти нужно делать объявление. Лайонел готовит место для чтения и встает напротив Берти. Под его жесты и артикуляцию Берти читает. Ко всем и каждому из моих в метрополии и в доминионах, преисполненный глубоким чувством к каждому из вас. Король объявляет, что эта война зайдет далеко за поля сражения. Люди должны сохранять спокойствие, и с Божьей помощью они одержат победу. Берти справляется великолепно, и Лайонел говорит. Достойно, Берти. Вы запинались на «В». А иначе никто бы не поверил, что это правда я. Все его поздравляют с первым успехом. Берти благодарит Лайонела как друга, кладя ему руку на плечо. С королевского балкона Берти и его семья приветствуют народ. В 1944 году Берти наградил Лайонела орденом королевы Виктории. Высокая награда возвела его в рыцарское достоинство. Лайонел был с королем на всех военных записях. Они оставались друзьями до конца своих дней. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк этому ролику, если вам понравился пересказ. Пока!